Ассаламу алейкум, здравствуйте. Я сейчас нахожусь на территории проведения специальной военной операции у братьев моих и обратил внимание вот на такой пистолет. Честно говоря, я с него никогда не стрелял. Это ПБ. Пистолет бесшумный, индекс ГРАУ 6П9. Разработанный в 1967 году для армейских разведывательных подразделений, а также для персонала КГБ СССР. В России существует устойчивое мнение, что ПБ был разработан на базе пистолета Макарова. Однако это не так. Да, в процессе производства было приказано использовать некоторые части от пистолета Макарова. Это у нас магазин, УСМ и спусковой крючок. Все остальное это не пистолет Макарова. Кстати, и калибр у пистолета 9,18 ПМ. Как же он разбирается? Отстегиваем магазин, проверяем на наличие патрона. Патрона нет. Делаем холостой спуск в безопасном направлении. Далее нажимаем кнопку для того, чтобы отсоединить камеру. Это съемный глушитель. Далее оттягиваем скобу. Можно ее влево, можно ее вправо. Далее, если мы смотрим от себя по часовой стрелке, откручиваем интегрированный глушитель. Снимаем кольцо, снимаем сеточку, которая препятствует образованию искр от несгоревшего пороха. И снимаем второе кольцо. Далее у нас есть здесь кнопочка. Это не кнопка сброса магазина, как на всех иностранных образцах, а также на ПММ. Это кнопка снятия рукоятки. Далее снимаем вот этот рычаг. Это рычаг возвратной пружины. Далее отстегиваем затвор. Все, неполная разборка пистолета осуществлена. Здесь уже УСМ, который в принципе снимать не надо, и даже при чистке его не снимают, просто чистят щеточкой. Обратите внимание, в стволе есть отверстия. Для чего нужны эти отверстия? Так как пуля пистолета Макарова набирает скорость при выходе из такого ствола, цельного ствола, 315 метров в секунду, она преодолевает сверхзвуковой барьер. То есть звук выстрела у нас формируется по двум причинам. Первая причина – это пороховые газы, которые выходят из канала ствола. Они идут со сверхзвуковой скоростью и создают хлопок. Вторая причина звука выстрела происходит потому, что пуля набирает сверхзвуковую скорость и также образуется хлопок от сверхзвукового барьера. Теперь эти отверстия просверлены, чтобы пуля, проходя по стволу, теряла газы. И скорость при выходе из ствола образуется уже 290 метров в секунду. То есть теряются газы, скорость пуля не успевает набрать, и поэтому происходит уже бесшумный полет пули. А уже пороховые газы останавливают вот эта расширительная камера. То есть здесь стоят пластинки, которые препятствуют движению порохового газа, чтобы он не разогнался. Газ стукается, проходя, и останавливается. Сборка осуществляется в обратном порядке. Сначала одеваем затвор, далее вставляем рычаг, Для чего этот рычаг? Так как нету возвратной пружины и под низом ствола, и на стволе, для того, чтобы затвор под действием пороховых газов идет назад. И обратите внимание, у нас возвратная пружина находится вот здесь. И он вот этим концом давит на пружину, вот сюда. Далее пружина возвращает затвор на свое место. Это, такой схемы возвратной пружины я, например, ранее не видел. Далее одеваем рукоятку. После этого одеваем шайбу. Одеваем сетку. Эта сетка препятствует проникновению искр от несгоревшего пороха. Далее
одеваем вот такую скобу, у которой имеется, кстати, вот здесь выступ, а вот здесь у нас прорезь, чтобы она не гуляла. Далее одеваем вставляем на место. Далее уже одеваем съемную расширительную камеру. Это, в принципе, съемный глушитель. И пристегиваем магазин. Пистолет носится вот так в кобуре. Для него вообще есть специальная кобура, которая позволяет носить в основном отделении пистолет, а уже в запасном отделении съемный глушитель. Досылаем патрон-патроник. Как вам звук? Вообще нету звука. Но в то же время мы можем отсоединить его. Если нам нужно быстро применить оружие, то можем стрелять и так. Видите, звук выстрела, в принципе, даже при интегрированном глушителе очень тихий. И, мне кажется, с расстояния метров 50 уже здесь будет непонятно, что происходит. При накрученном глушителе дополнительном уже получается звука почти нет. Вообще в ночное время суток, когда полная тишина, звук выстрела слышен на 50 метров. Но это совсем непонятно. Я думаю, на расстоянии 10 метров уже непонятно, что происходит. Прицельная дальность пистолета 50 метров. Эффективная дальность стрельбы 25 метров. И обратите внимание, какие у него прицельные приспособления. То есть широкие, удобные и несъемные, кстати. Несмотря на то, что пистолет называется бесшумный, на самом деле очень сильно слышим лязг затвора. То есть мы никуда не можем брать вот этот звук. Несмотря на габаритный глушитель, ПБ очень хорошо сбалансирован. Почему? Потому что внешняя камера практически ничего не весит. Очень легкая. Вот я даже не знаю, грамм 70 максимум. И при установке его на пистолет, баланс пистолета очень хороший. То есть просто ласточка. Товарищи, мне очень важно ваше мнение и то, о чем вы хотите, чтобы вышли следующие ролики. Здесь огромное количество оружия. Пишите в комментариях, о чем вы хотите еще узнать. Всем спасибо.